Нет, сегодня речь пойдет не о том, как варить пиво, хотя процесс чем-то похож, он тоже сопровождается брожением. Вот здесь, в этой емкости, уже перебродило кое-что. Дело в том, что я столкнулся здесь с такой ситуацией. Надо бы удобрить, а в пределах пешей доступности нигде никаких удобрений я здесь купить не могу. Тем более каких-то органических. Нету их здесь, вот где я живу. Но у нас всегда есть замечательный вариант удобрения, совершенно бесплатного, который мы можем сделать своими руками, довольно эффективного. Это травяная бродилка, так называемая. Когда-то я снимал видео, где подробно рассказывал о том, вообще какие жидкие подкормки можно делать, и в том числе рассказывал, как делать подробно эту самую травяную бродилку. Сделал ее и здесь. Не буду сейчас останавливаться на технологии, хотя буквально в 2 словах напомню. Набиваем какую-то емкость на 2/3 примерно, на 3/4 травой. Траву иногда рекомендуется измельчать, хотя это, в общем-то, не принципиально. Трава пойдет любая. Кстати сказать, вот в этот раз я использовал, как считается, лучшую траву для бродилки. Это крапива. Я не знаю, правда, кто и как проводил эти исследования, но считается, что именно крапива самое лучшее наполнение для вот этой самой бродилки. У меня здесь крапива есть в большом количестве, и я ее использовал. Плюс я добавлял сюда шкурку от бананов. Дело в том, что бананы — это такой легкий, простой перекус во время работы. Поэтому я их регулярно ем, а шкурку, естественно, забрасывал сюда. Я думаю, получился раствор достаточно богатый всякими веществами. И вот эту вот емкость, которую мы набили травой, мы доливаем водой. Доливаем водой не до самого верха, потому что процесс брожения сопровождается тем, что пена поднимается, то есть выливаться будет цельная жидкость. Небольшой зазорчик оставляем. Обязательно накрываем и ставим где-то в солнечное теплое местечко, чтобы все это потихонечку бродило. Бродит этот раствор приблизительно 7 дней, в зависимости от температуры воздуха. Естественно, чем теплее, чем процесс брожения происходит быстрее. И через неделю мы получаем такой густой концентрированный настой с очень-очень неприятным запахом. Я вот сразу хочу сказать, для тех, кто особо чувствителен ко всем этим запахам, обязательно одевайтесь в рабочую одежду, когда работаете с этим раствором. Обязательно одевайте перчатки, потому что от рук отмывается он достаточно сложно, достаточно долго. И вот мы получили этот маточный раствор. Вот ту траву, которая там уже перебродила, вы можете выбросить куда-то, положить ее в мульчу, скажем, под приствольные круги деревьев, где-то на грядки на какие-то. Она еще будет продолжать приносить свою пользу. А вот этот раствор нельзя применять в концентрированном виде. Его обязательно нужно разбавить с водой. В какой пропорции разводить водой? Как его разбавлять? У разных блогеров есть разные советы. Кто-то говорит 1 литр маточного раствора на 10 литров воды. Я когда-то в своем видео говорил 2-2,5 литра маточного раствора на 10 литров воды. Дело в том, что у каждого блогера, у каждого садовода этот раствор получается разным. Разную траву они используют, по-разному набивают. Кто-то более плотно, кто-то менее плотно. И здесь для меня есть определенный индикатор. Я развожу с водой до состояния светло-желтого цвета. Вот раствор, которым вы уже будете удобрять свои растения, должен быть светло-желтого цвета. Вот примерно такого. Специально взял прозрачную баночку, чтобы вам показать. Вот этим раствором уже удобряете. Что можно удобрять? Можно удобрять однолетние культуры, я имею в виду овощи, цветы какие-то однолетние. Причем однолетние культуры вы можете удобрять весь сезон. Вот от весны, уже начало лета и до поздней осени. Они живут 1 год. Ничего страшного. Но вы можете этим раствором удобрять и многолетние культуры, в том числе деревья и в том числе кустарники. Но имейте в виду, многолетние культуры вот этим раствором удобрять можно только до середины лета. Почему? Напомню, что это в первую очередь азотное удобрение, которое вызывает рост у наших растений. Затянувшийся рост, если вы будете удобрять во второй половине лета, может привести к тому, что побеги новые не успеют вызреть и в конце концов зимой вымерзнут просто. Поэтому азотные удобрения вносят до середины лета. Может быть, в южных регионах до конца июля можно. Там все-таки осень более долгая. И, наконец, еще один вопрос. Как часто нужно
вот этой бродилкой удобрять растения. Не злоупотребляйте. Дело в том, что многие растения, потребляя большое количество азотного удобрения, начинают активно и бурно расти в ущерб цветению, соответственно, в ущерб плодоношению. Поэтому, если вы будете слишком часто, скажем, какие-то овощные культуры свои удобрять, то вы получите буйную ботву, но при этом будет мало цветов и мало плодов. Имейте это в виду. Ну так, приблизительно раз в 2 недели, раз в 3 недели можно удобрять. Когда растения начнут цвести, эти подкормки стоит делать реже. Вот так. Ну, что я буду удобрять? У меня огурчики растут, у меня есть немножко рассады всяких растений, которые я вырастил тут из семян. Много контейнерных, земли здесь фактически нормальной, плодородной нет, тут глина с камнями, поэтому я больше выращиваю в контейнерах растения здесь. Но тем не менее их удобрять надо, и тем более, вернее, их удобрять надо. Ну вот, у меня на сегодня все. Надеюсь, мое видео кому-то будет полезным, тем, кто не знает, где взять удобрения в каких-то непривычных для себя условиях. Вот это удобрение, оно всегда с нами. Уж что, а траву, сорняки, бурьяны всякие всегда можно найти. Всего доброго!